Ребят, всем привет! С вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня у нас будет обзор на героя 4-го сезона призыва старшего дракона. Этого героя зовут Поместье. Прекрасный перевод. Все-таки на английском Manor он звучит как-то более прикольно. Это пятерка, синяя, с силой 829. Страшный всадник. Ну, посмотрим сейчас, насколько он страшный на самом деле. Начнем с его класса. Ребят, класс Паладин, Обет Искупления. Очень-очень круто. Дает дополнительную броньку при получении какого-либо урона. Очень-очень круто. Ну, не для этого героя. Потому что оно ему нахрен не надо. Это атакующий персонаж. В общем и целом, даже я бы сказал, герой там, поддержки, наверное. Ну, короче, есть да есть. Это лучше, чем некоторые другие классы. Семья драконоборцев, как обычно, создаются камешки, которые бьют по 50 врагов. Ничего здесь нового. И пассивка. Увеличен урон от специальных навыков. Первый раз, когда этот герой использует свой ультимейт, урон будет увеличен на 30%. Хорошо, это вот приятная плюшка. По статам 784 атака, 733 броня, 1355 хитпоинтов. Not bad. Not bad. Хорошая атака. Ну, на самом деле, вполне себе нормальные статы, такие сбалансированные. С закосом все-таки на атаку, потому что герой, опять-таки, атакующий. Поехали к его публичной казни. Ребят, ультимейт публичная казнь. Скорость высокая. Это 7-камневый герой. Отлично. Когда-то, возможно, станет 6-камневым, то это будет вообще прикольно. Значит, поместье превращает 2 случайных камня льда в самоцветы драконоборцев. Наносит 200% урона всем врагам. А если мы это делаем первый раз, то 230%, учитывая нашу пассивку. Ударили на 230% по всем врагам. После этого Manor улучшает случайный свой камень убийцы драконов, чтобы при совпадении с ним враг, которого он атакует, получал минус 60% защиты на 4 хода. Улучшение длится 3 хода. Если более кратко, то один из камешков, которые создает поместье на поле синих, он приобретает дополнительное умение по снижению брони. Возможно, если у вас есть Сур, желтая пятерка такой, да, лекарь, у которого замешательство там вешается на его камешке, то вот по аналогии у поместья срез брони вешается с того камня. Вот если камень ультит, точнее не ультит, а использует свою атаку какого-либо вражеского героя, то на этого героя упадет срез брони в 60% на 4 хода. А вот сам камень с этим улучшением, само это улучшение на камне, оно как раз висит 3 хода. И после окончания вот этих 3 ходов этого улучшения наносится дополнительно еще 150% урона всем врагам. То есть тут 230 с первого раза, плюс 150, там, ну, 300, скажем, хорошие 350-380% урона по всем нанести в общем и целом можно. И при этом срезать броньку. По эмблемам, ребята, здесь все очень просто. Естественно, мы будем качать ему атаку и хитпоинты, чтобы он больнее бил и дольше жил. Здесь никаких неожиданных моментов вообще нет. На самом деле герой очень простой. Давайте мы запустим наш тестовый бой. И да, у меня все по порядку. Все новенькие герои, которых поймал, они все в одной команде. Команда молодости нашей. Все такие ящерицы-драконы. Давайте сразу заряжаем наше поместье. Ультим. Наносим повышенный урон по всем. Прошел урон. Хорошо. Создали 2 камня. Раз камень, 2 камня. Второй камень, как мы видим, с вот этим значком среза брони. И, соответственно, давайте посмотрим, что он будет делать. Мы просто делаем рандомный ход. И вот, пожалуйста, камушек атаковал вот этого вот моба. На мобе висит минус 60% к защите. Круто? Круто. Хорошо. Давайте мы тогда еще 2 хода сделаем, чтобы сработала эта так называемая, ну, не знаю, метка, не метка, как бы это правильно назвать. Короче, чтобы прошла окончательная стадия ультимейта. Вот.
прошла. Наносится урон еще в 150%. Тоже неплохо. Да, цифры, казалось бы, не слишком большие, но в общем и целом, знаете, 350 по всем. Что еще хочется сказать? Если мы ультанем еще раз, создаем еще 2 камня, создали. Всегда один только камень будет со срезом брони. То есть, если мы сейчас подгоним, там, да даже не будем подгонять, мы сейчас просто еще раз зарядим нашего бойца. Зарядим же, да. Вот, заряжаем еще раз нашего бойца. Хоп. Ультим еще раз. Он создает еще 2 камня драконоборцев. Но при всем при этом камень на срез защиты, он только один, ребят. Поэтому не думайте, что вы сможете сейчас наплодить кучу камней, которые будут там просто нон-стопом держать минус 60% срез на всех врагах. Нет. Единственное, вот, что приятно, это то, что камни, раз типа вход, бьют по одному, вот. Теперь у меня этого камня нет. Но суть в том, что если камень этот не собирать, то за свои 3 хода, которые он существует, он может, естественно, попасть по 3 разным героям или мобам. Ну и, собственно, получается, что как бы, на 3 героев мы можем получить срез брони очень-очень крутой. И если так прикинуть, то если использовать этого чувачка перед какой-то ударной мощью, там, капитальной такой, да, какой-то массовик, там, или что-то типа такого, то мы можем, как минимум, гарантированно там одного чувака сразу шотать, потому что 60% срез брони это очень-очень круто. Давайте теперь подумаем, где мы сможем этого Мейнера, это поместье использовать. Первое, что мне пришло в голову, это в определенных случаях на титанов и даже в определенных случаях на мифических титанов. Но на миф титана это больше для ребят, которые только-только начинают, у кого нет больше бронерезов каких-то серьезных. Нужно понимать, что нам нужно сначала будет использовать всю расходку на мифе, и только потом начинать двигать камни, чтобы пошел срез брони. Поэтому, с натяжечкой, очень с натяжечкой, можно, если совсем уж бедово. На обычном титане, если вы просто заходите и рандомно бьете камнем, а не ультимейтом, не потеете, то этот герой отлично подойдет, потому что на нем перманентно почти на титане будет срез 60%, плюс хрупкость, плюс туда-сюда. Короче, это очень-очень сильно будет, я считаю. Поэтому на титана обычного он пойдет. Ивенты, такое. Урон у него не слишком большой, пусть он и массовик. Срез брони на ивентах он не так работает, он нужен сразу и по всем. Поэтому, скорее всего, нет. Точно так же, как и нет, скорее всего, по турнирам. Возможно, где-то в атаках он пойдет. Возможно, где-то в атаках на войнах он себя как-то покажет, потому что, если мы там чисто теоретически, да, сначала сультим каким-то там стихийником, потом используем поместье, он там парочку навешает срезов брони, и потом мы используем там какого-то массовика, ударника хорошего. Это может быть больно, но опять-таки на бумаге это все красивее выглядит, чем, мне кажется, будет реализовываться в жизни. В целом и в общем герой хороший, я бы ему, наверное, поставил 7. Вот не больше 7. Я не уверен, что я его буду качать, по крайней мере, в ближайшее время, потому что есть более достойные герои у меня сейчас. Но в целом, если вы новичок, то для вас это как минимум охеренный бронерез, просто 60% это топ, это реально топ. Да и на войнах, я думаю, тоже его можно использовать. Все-таки заряд 7 камней, он делает свое дело. Если взять там даже просто играть 2-2-1, там, да, взять 2 синих, там, бронерез шотер, то это же прикольно. 7 камней зарядились, просто срезали броньку, и вторым героем можно уже, в принципе, заканчивать с вражеским героем. Поэтому есть определенные моменты. Все-таки это реально герой на 7. Он хорош в определенных местах, хорош в определенных ситуациях.
не универсален, не имбовый. Ну, как минимум, пойдет в некоторых ситуациях на титанах. И на войнах, я думаю, тоже есть смысл его где-то поиспользовать. В атаке, ребят, в защите нет. Хотя, знаете, если так разобраться, то, возможно, где-то в защиту он тоже и пойдет. Все-таки камешек этот срезает броньку. Ну, с натяжкой, ну можно, ну можно. В заключение, ребят, от меня это 7. Это хороший, качественный герой. Я не скажу, что я чертовски рад ему, когда он мне выпал. Это было такое, блядь, ну типа окей, ладно, ну +1. Не трагик джет, скажем так, и то хорошо. Вот, на этом спасибо за внимание. Надеюсь, вам это видео было полезным, интересным. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Все, всем всего хорошего, всем удачи, пока.